Платформа, созданная трейдерами для трейдеров. Привет, трейдер! Сегодня мы поговорим о Фибоначчи и стратегии Aftershock, как они связаны между собой и как их использовать. Стратегия Aftershock, сокращенно H, рассчитана на работу в коррекционной волне основного импульса. Подразумевает под собой усреднение позиции в течение 3 покупок, с увеличением каждой следующей покупки для снижения линии без убытка. Линия без убытка — это отображение на графике линии, которая указывает, где позиция будет прибыльной, а где убыточной, а также без убыток этой позиции. Сетка Фибоначчи показывает основные коррекционные уровни, в районе которых цена зачастую меняет свое направление, а это как раз то, что нам нужно. Наша основная цель по этой стратегии — поймать отскок и заработать. Но как это делать, спросите вы? Неужели мы будем выставлять покупки вручную на каждом уровне и потом выставлять продажи? Это долго и неудобно. Наша платформа решает эту проблему. В нашем арсенале имеется стратегия FIBA. Она автоматически выставляет ордера на покупку и продажу, а также не будет заранее резервировать депозит, только когда цена подошла к выбранным вами уровням. Этим и отличаются наши стратегии торговли от автоботов. Трейдер сам настраивает стратегию для каждой отдельной сделки. Частичная автоматизация убирает большую часть рутины трейдера, имея возможность совершить полноценную сделку, даже если вы будете не рядом со своим компьютером. Но мы очень советуем контролировать процесс сделки и держать ситуацию под контролем. Сейчас мы поговорим о том, как выбрать монету, торговать и растягивать сетку FIBA. Минимальный порог суточного объема — это 50-70 миллионов, оптимальный — более 100 миллионов. Эти значения могут меняться, поэтому советуем пользоваться сортировкой объемов в списке монет и работать с монетами, возглавляющими список. Минимальной дельтой для классического авторшока считается 30%. Но кто-то работает и с меньшей дельтой, что крайне не рекомендуется. Оптимальная дельта для работы от 30 до 70-100% роста. Также не рекомендуем брать в работу слишком большие фибы. Так расстояние между первым и вторым уровнем будет более или около 30%. Бэктест — очень важный критерий, по которому отсеивается множество монет. Бэктест проводится на истории монеты и показывает, насколько хорошо монета отрабатывает авторшок. Для этого вам необходимо посмотреть на истории всех волн роста, которые подходят под H, и убедиться, что отработка проходила по плану, то есть закрыты все выпадения. Если на истории видны случаи, где покупки по FIBA проваливались без отработки, то, скорее всего, эта монета попадает в черный список и не торгуется по данной стратегии. Если на монете нет истории для проведения полноценного бэктеста, то от работы с ней стоит отказаться. Вам необходимо найти восходящую волну и нажать на кнопку FIBA. Тогда сетка растянется автоматически, кому как удобнее. Сетка должна лежать таким образом, чтобы на максимуме волны была единица, а на минимуме — 0. Именно на эти уровни нацелена торговля. От этих уровней обычно отскакивает цена. В окне вы увидите отображение цен, на которых лежат ваши уровни, а также поле для ввода суммы, которую вы хотите выделить на стратегию. Эта сумма разделится на уровни в соответствии с выбранными параметрами. Это самая безопасная конфигурация распределения депозита, в которой на первом уровне будет 20% от выделенной суммы, далее 30%, после 50%. Таким образом, покупки будут совершаться последовательно, но в основном от первого же уровня цена отскакивает и продается на выставленном уровне. Это более опасные конфигурации, которые распределяют сумму на каждом уровне, исходя из системы линейных уравнений.
Поэтому до выставления заявок на покупку мы не сможем определить точную сумму на каждом уровне. Но из нашей практики суммы на первых двух уровнях будут больше, чем в конфигурации 20, 30, 50. Также уровни на FIBA можно класть на отмеченные вами уровни в волне роста, то есть покупки будут совершаться от выбранных вами зон. До момента совершения первой покупки необходимо находиться рядом с компьютером для того, чтобы контролировать процесс сделки. Если цена начала падать и развернулась перед вашими покупками и закрыла выпадение, то необходимо выключить стратегию и растянуть сетку с уровней ниже. Если все пошло по вашему плану и сделка была открыта на отмеченном уровне, необходимо отметить зоны возобновления продаж. Нам необходимо найти выпадение и большую часть продать под этим уровнем, то есть немного ниже. Остальную часть позиции можно оставить для внутреннего выпадения. После того, как цена отскочила и закрыла выпадение, можно выставлять дополнительный стоп-лосс через настройки FIBA, для того, чтобы не застрять в этой сделке. Необходимо учитывать, что вы работаете с нисходящим движением, которое с большой вероятностью может продолжиться. Это достаточно безопасный подход, который позволяет войти в сделку с уровней ниже, даже если вы поймали стоп-лосс. Но с учетом того, что вы продали часть в зоне возобновления продаж, исполненный стоп-лосс будет безубыточным, и, возможно, вы даже будете в плюсе. Если случилось так, что вы открыли сделку на первом уровне, цена пошла ниже и не дошла до второго уровня, вам необходимо закрыть сделку в безубыток под первым уровнем. Запомните главное правило. Если что-то идет не по плану, необходимо выходить в безубыток, либо, если ситуация складывается против вас, фиксировать минус. Если вы открыли сделку на первом и на втором уровне, необходимо определить ближайшее внешнее выпадение, расположить продажи в размере 75% под ним, далее расположить остальную часть под внутренним выпадением. Если цена упала и вы открыли сделку на первом, втором и третьем уровне с конфигурацией 20, 30, 50, линия без убытка будет между вторым и третьим уровнем, поэтому вы достаточно быстро выйдете в безубыток и плюс. Ваше домашнее задание — найти подходящие волны роста и попробовать растянуть на нем сетку FIBA. Если у вас возникла проблема, вы можете написать в наш чат платформы или общую группу. Спасибо за внимание. До следующего видео.